в институте. Объясняю ситуацию. Я решила, что я не пойду, наверное, домой, потому что, кто будет за проезд платить 25 рублей, да, правильно? Даже не 25, а это мне нужно было вернуться домой, потом опять приехать в институт, то есть это уже 50 рублей. Ладно, не буду в эти детали, вас погружать. Суть в том, что у меня театралка, там определенное, да, время, и учеба у меня закончилась, там в 3 часа. И я решила, что нет смысла домой возвращаться. У меня еще час, поэтому пообщаюсь с вами. Да, я снова делаю что? У меня тут охранники, наверное, пялятся, как на конченую какую-то. Так и есть. И тут солнце ужасно светит. Я не знаю даже, куда пойти. Ладно. Будете на мое солнечное лицо смотреть. Короче, я, хожу в театралку. И поэтому такая вот движуха будет сейчас. Наверное, я хочу снимать что-нибудь такое театральное. И буду выкладывать обязательно. Как сделать, чтобы эта тень дурацкая? Вот так, наверное, да? Вот. Что еще хотела сказать? Вот наш корпус. Он отвратительно выглядит, просто как завод какой-то. И мне это ужасно, просто не нравилось. Жутко. Так никто не будет снимать. Сори, я не умею снимать, я не блогер. Хотя у нас сегодня было по психологии такое интересное задание. Девочки, не падайте. Я вас немножко вот так смещу. По психологии было очень интересное сегодня задание. Мы составляли, так скажем, самоидентификацию, а перед этим мы, знаете, что делали? Знакомились, 2 года вместе учимся, но надо познакомиться, конечно, с преподавателем, по большому счету. И там кто-то идет. Да. В общем, мы знакомились, рассказывали, говорили свое имя и рассказывали о себе. Я это ненавижу делать. То есть, надо было сказать, меня зовут Полина, и что я, люблю делать. Или что я делала на выходных. Я почему-то с этого дикий кринж всегда ловлю, с этих психологических штук. Потому что это я подумала над этим, и это, знаете, какое-то такое формально-неформальное общение, потому что с преподавателем ты не будешь так общаться, как со своими одногруппниками. И это получается всегда какой-то немножко кринж. Немного переместимся в будущее. Это получается всегда какой-то немножко кринж. И я прям, не знаю. I don't know. Я ничего не знаю. Сейчас на меня опять охранники будут угорать надо мной. Вот. И поэтому мне как-то немножко неловко всегда в таких играх участвовать, потому что я чувствую вот эту какую-то чуть-чуть фальшь, что ли. Не фальшь, а от себя, не от других. То есть я других ни в чем не обвиняю. Смотрите, как красиво, да, освещение. Я именно себя больше кринжую. Так что как-то так. А вторая часть была интересная. То есть там была такая как самоидентификация. То есть мы должны были написать, кто мы, потом, кто я, потом кто я глазами другого человека, своего близкого человека. Мы сидели в парах, и потом писали еще, кто я глазами своего соседа по парте, и затем своего как раз-таки соседа описывали, то есть кто он. Это было очень интересно, очень прикольно. Такие пары вообще прикольные по философии, по психологии. Вот. Сейчас я, наверное, даже не знаю, что буду делать. Вообще в туалет хочу. И пойду, наверное, текст учить. Я хочу сделать одну сценку театральную и показать ее. И пока что мне нужно подготовиться, все продумать.
хотелось бы, чтобы это вы тоже увидели. И вообще, чтобы вы видели больше театральной жизни. Я такая знаменитая видеоблогерша иркутская. Ребята, снимаю на улице уже, не стесняюсь. Нет, шучу, стесняюсь. И мне стрёмно. Короче, я пошла. Давайте. Увидимся. Так выглядит лицо человека, который опаздывает на физру, но думает, что записать видео это святое. Вчера я ничего не успела, потому что я вернулась очень-очень поздно и, соответственно, ничего не снимала. Вот. Как красиво, смотрите, да? Так, там какой-то школьник идет за мной. Ладно, неважно. Хотела сказать, что утром всегда, знаете, такой вайб прикольный. Типа, ты идешь, как будто какое-то приключение впереди, потому что обычно поездки всякие куда-то, они всегда утром происходят. Ну, не всегда, но у меня вот такая ассоциация. Что-то я еще хотела сказать вам. Совсем забыла. Ну, в общем, вспомню. Расскажу. Про театралку, наверное. Ну, занятие хорошо прошло. Мне все понравилось. У нас будет новый преподаватель. В общем, новостей просто куча. Да. Поэтому, ребятки, следите, значит, за моей жизнью. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Это не конец видео, но я не знаю просто, что я буду еще снимать. Я как бы непредсказуемый человек. Абсолютно. Соответственно, хотя по мне так и не скажешь, наверное. Что я непредсказуемый. Ну ладно, неважно. Короче, все.